Всем добрый день, меня зовут Олеся. Сегодня очередное видео «Вопрос-ответ». Поехали! Вопрос следующий. Что делать, если рекрутер задает личные вопросы? И как на них отвечать? И отвечать ли вовсе? Во-первых, важно определиться с тем, что конкретно, какую информацию вы относите к категории «личные вопросы». Для этого сразу подумайте и определите, какие темы для вас являются личными. Например, это ваше физическое состояние и вопросы, касающиеся прямо или косвенно вашей семьи. Давайте для наглядности пройдемся по тем, какие вопросы бывают, и какие вопросы, к примеру, я отношу к категории личные, и какие вопросы я считаю вполне себе адекватными. Не секрет, что в России, к сожалению, есть очень большое количество людей, которые не соблюдают этические нормы. Поэтому есть категории вопросов, к примеру, где работает ваш супруг или супруга, где работают ваши родители, к примеру, есть ли у вас братья и сестры. То есть вот такие категории вопросов, они подразумевают ответ, естественно, не развернутый. Если вы хотите вдаваться в подробности и рассказывать, отлично. Но по факту эта информация не несет в себе такой необходимой нужной информации для рекрутера. И отвечать на эти вопросы полностью и развернуто вы не обязаны. Вы можете просто озвучить сферу, в которой работают ваши близкие, и этим ограничиться. Точно так же, как и ответить, что да, есть вот брат, к примеру. То есть это никак, по большому счету, не влияет на ваши профессиональные качества. Давайте еще обозначим, что те из вас, кто рассматривается на какие-либо должности, относящиеся к определенным госструктурам и сферам, которые требуют полной информации о ваших родственниках, в том числе и о вас, естественно, и о ваших родственников до определенного колена. Это понятно, объяснимо, здесь мы сейчас об этом не говорим. Есть также крупные компании, и во многих компаниях сейчас заведена такая практика, это проверка службы безопасности. Если мы говорим об этом, то информация в анкете фиксируется после подписания вами документа об обработке персональных данных, то есть о вашем согласии на обработку ваших персональных данных. После этого вы заполняете довольно часто и довольно подробно, очень часто бывают эти анкеты очень подробные, вы заполняете всю информацию, и затем она проверяется. То есть есть определенные причины, для чего это делается. Это не просто для того, чтобы кому-то покопаться необходимо в вашей личной информации, нет, ни в коем случае. Вы можете задать, естественно, вопрос, для чего происходит эта проверка, и вам объяснят. Здесь совершенно другая история. Я сейчас говорю конкретно о собеседовании, когда вам задают личные вопросы. И вот что я считаю вопросами, которые не относятся никак к вашим профессиональным качествам, вот вопросы следующие. Такие вопросы, как сколько лет, например, вы замужем, есть ли у вас дети, если нет, то почему, собираетесь ли вы заводить детей, если, например, вы не собираетесь, то почему не собираетесь, какие-то вопросы, касающиеся вашего физического состояния или вашего здоровья, к примеру, если у вас был какой-то опыт или какой-то пробел в резюме, то есть более точные, более конкретные и узкие вопросы относительно вашего физического состояния, вопросы, которые, к примеру, подразумевают информацию о вашем автомобиле, какая у вас марка, зарплата вашего, к примеру, супруга или, условно, ваших родителей, сколько комнат в вашей квартире, то есть это все вопросы, которые, во-первых, никак не влияют, тут все и предыдущие вопросы, они никак не влияют на ваши профессиональные качества, на ваш профессиональный опыт, то есть вы можете прямо, соответственно, и открыто не отвечать на эти вопросы, потому что это личные вопросы, которые влияют на вашу потенциальную дальнейшую карьеру никак. В противовес есть вопросы, к примеру, где вы территориально проживаете. Вот такой вопрос, он, естественно, важен. То есть есть определенные должности, есть определенные компании, для которых это важно, и в том числе и для вас, как кандидата, это тоже будет важно, потому что, например, вы и ваш коллега добирается до работы условно в общей совокупности за один рабочий день. Всего лишь 2 часа у него уходит на дорогу, у вас, к примеру, будет уходить только в одну сторону 2 часа на дорогу. То есть в последующем это, конечно, повлияет на вашу трудоспособность, на вашу мотивацию и так далее. Поэтому это важно. И поэтому работодатель задает вопросы, эти очень часто, особенно те компании, филиалы которых находятся вдали от города, не в центре города и так далее. То есть в больших городах это, в принципе, актуально, потому что расстояния совершенно другие. Поэтому такие вопросы, они вполне адекватны. В процессе собеседования замечаний делать никому не следует и не нужно, не стоит. Просто дайте понять открыто,
заявив, что вы готовы отвечать на все вопросы, касающиеся вашего профессионального прошлого опыта, действующего опыта работы, ваших профессиональных качеств. Не бойтесь сказать менеджеру о том, что вы готовы отвечать на все вопросы относительно вашей квалификации. Обозначьте свои личные границы, это абсолютно нормально. А в условиях, когда люди не соблюдают нормы делового общения и этики, это вынужденная необходимость. На сегодня у меня все. Не забывайте подписаться, поставить лайк. До скорых встреч. Берегите себя. Всем успехов и пока.